Сколько налогов платите лично вы? Есть мнение, что в России очень низкие налоги. Например, его разделяет Министерство финансов. Налоговая нагрузка на граждан в России одна из самых низких в мире. При этом она практически не меняется и остается на одном уровне уже многие годы. Так, например, ставки НДФЛ в нашей стране составляют всего 13 и 15%, в то время как в других странах этот показатель достигает 35%. При этом есть и противоположное мнение. Налоги в России высокие, просто государство их прячет, чтобы люди не понимали, сколько денег у них действительно забирают. Например, декан экономического факультета МГУ Александр Аузан считает, что налоговая нагрузка, то есть сумма всех возможных сборов в России, составляет 48%. То есть с каждого заработанного рубля россиянин 48 копеек отдает государству. Чтобы понять, кто прав и сколько денег на самом деле забирает у нас государство, давайте разберемся в налоговой системе подробнее. А для начала ставьте лайк и пишите комментарии, чтобы помочь как можно большему числу людей увидеть этот ролик на такую важную тему. Самый распространенный и известный всем налог – это налог на доходы. Чаще всего его применяют в виде НДФЛ – налога на доходы физических лиц, которые платят наемные работники. Сейчас в России их чуть меньше 71 миллиона человек, почти половина от всего населения. Такие работники платят 13% от своего дохода в качестве налогов, если зарабатывают менее 5 миллионов рублей в год. Так платит абсолютное большинство. Те, кто зарабатывает больше, с 2021 года платят 15% НДФЛ, но их очень мало. Но 13% это лишь видимая работнику часть налогов на его зарплату. Есть еще та часть, которую за вас платит работодатель. Это 22% выплат в пенсионный фонд, 2,9% фонд социального страхования, 5,1% федеральный фонд обязательного медицинского страхования и до 8,5% на страхование от несчастных случаев. Здесь ставка зависит от класса профессионального риска. Всего получается до 38,5%. То есть, чтобы заплатить вам среднюю по России зарплату в 51 тысячу рублей, работодатель должен еще почти 20 тысяч заплатить в качестве взносов. Прибавьте сюда 13% НДФЛ и получится, что на руки человек со средней зарплатой получает чуть больше 40 тысяч рублей. Хотя большую часть этих налогов формально платит и не сам гражданин. Если сложить вместе те деньги, что получает работник, и те, что за него получает государство, получается примерно 70 тысяч рублей. Но человеку достанется на руки только 44 тысячи, чуть более 60% от общей суммы. А более трети денег забирает государство. Для понятности объясню на примере рабочего времени. Представьте, что у вас есть поле, которое нужно пахать, сеять там пшеницу, бороться с вредителями, проводить жатву. В общем, работы много. А рядом есть государственное поле, которое вы тоже обязаны пахать и делать все прочее. На каждые 2 часа, что вы работаете на своем поле для себя, вы вынуждены еще 1 час работать на поле государственном. Примерно так получается с налогами. Доходы от трети всего вашего рабочего времени уходят не вам, а государству. Ну а теперь давайте сравним российские и иностранные налоги. В США ставка подоходного налога прогрессивная и зависит от вашего места жительства, семейного статуса и суммы заработка. Например, богатый и одинокий человек в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке заплатит 52% заработка в качестве налога. Человек со средним заработком в штате Флорида заплатит 13% подоходного налога, если он женат, и 16,5%, если холост. Семейный человек, который работает за минимальную часовую оплату, выплатит менее 8% от дохода, то есть почти в 2 раза меньше, чем в России. В Германии тоже используется прогрессивная шкала налогов. Бедный человек может не платить никакого налога, человек со средним доходом платит 14%, а богатые люди до 42%. В Германии, как и в России, платятся различные взносы на медицинское и пенсионное страхование, страхование от безработицы и на случай длительного ухода за больными. При этом, в отличие от России, работник платит их пополам с работодателем. Немецкий налогоплательщик с заработком не менее 60 тысяч евро в год, состоящий в браке и имеющий 2 детей, заплатит в качестве подоходного налога примерно 33% от своей зарплаты. При этом холостой коллега немца с тем же гонораром отдаст государству более 40% своих доходов. То есть холостой немец
платит больше россиянина, а женатый примерно столько же. Что мы имеем в итоге? Средний россиянин платит 13% подоходного налога напрямую и около 35% опосредованно через работодателя. Налоги американца зависят от множества факторов, но при средней зарплате он будет платить от 16 до 24% налогов в зависимости от штата. Все выплаты идут напрямую. Средний немец же может как ничего не отдать государству, если воспитывает детей, так и заплатить около 40% налога, если он одинок и имеет неплохую зарплату. Понятно, что не все россияне работают по найму. Есть также малый бизнес, у которого свои налоги. О том, что работодатель платит за своих сотрудников, мы уже поговорили. Но за себя ему тоже нужно платить. Налог на прибыль в России составляет 20%. При этом у представителей малого бизнеса есть возможность платить 6% от дохода по системе упрощенного налогообложения. Эти деньги платятся еще до покрытия расходов. Представим, что вы дизайнер, который работает сам на себя и не несет дополнительных расходов. Допустим, вы получаете 100 тысяч рублей в месяц, тогда вы платите 6 тысяч государству, остальное забираете себе. Но если у вас есть наемные работники, вы все равно платите 6% от всех полученных денег и лишь затем уже расплачиваетесь со своими сотрудниками. Можно платить налог и только на чистую прибыль, но тогда ставка может вырасти. В случае с ООО ситуация еще сложнее. Учредитель не может распоряжаться доходом компании так, как это делает ИП. Зарабатывая те же 100 тысяч рублей в месяц, ООО сначала заплатит 6% налога по упрощенке, а затем, если собственник захочет вывести деньги себе на счет, то заплатит еще 13% НДФЛ на дивиденды. Получается, что предприниматель, имеющий малый бизнес в России, помимо выплат за сотрудников, отдает государству еще минимум 6%, но при выдаче дивидендов сумма возрастает. Но основная проблема российского налогообложения вовсе не в налогах с доходов. Налоговая нагрузка на россиян растет за счет разного рода дополнительных платежей. Одну из главных налоговых прибылей государству приносит НДС – налог на добавленную стоимость. Это когда часть стоимости товара или услуги напрямую изымается в бюджет. Основная ставка НДС в России составляет 20%. 20% ставка применяется к большинству товаров, не считая медицинских услуг и ряда продуктов питания вроде молока, мяса и хлеба. С них берется НДС в размере 10%. Еще в России есть налоги на недвижимость, на транспорт, на землю, а также налоги на роскошь, таможенные пошлины, акцизы на топливо, утилизационные, экологические и курортные сборы, плата за негативное воздействие на окружающую среду, плата с грузовиков через систему Платон и так далее. Подведем итоги. Если говорить об общей налоговой нагрузке, то есть сумме всех налогов, то в России она составляет до 48%, по данным декана экономического факультета МГУ Александра Аузана, 46,2% по данным консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers. То есть, если представить, что в день вы зарабатываете одно яблоко, то почти половину этого яблока забирает государство. По данным Организации по экономическому сотрудничеству, в 2019 году нагрузка на одного налогоплательщика без семьи была выше российских цифр только в Бельгии, Германии, Италии, Австрии и Франции. В США уровень налоговой нагрузки оказался ниже российского в 1,5 раза, а в Южной Корее в 2. Если же говорить о семейных парах, то во всех странах налоговая нагрузка оказывается ниже, чем в России. Получается, что при низкой официально озвучиваемой налоговой ставке в 13% на самом деле отдают государству в 3,5 раза больше денег. Просто всевозможные косвенные выплаты у нас не афишируются. Почему? Есть мнение, что государство делает так, чтобы люди не чувствовали своего реального вклада в бюджет страны и думали, что Россию содержит, например, «Газпром», а не сами граждане. Так давайте посмотрим, сколько денег на самом деле приносят газовые и нефтяные компании, а сколько граждане. В 2020 году налог на добычу полезных ископаемых принес в бюджет чуть меньше 4 триллионов рублей, а выплаты по НДФЛ на 300 миллиардов больше. Отчисления от зарплат оказались на втором месте по налоговым доходам бюджета, уступив только НДС, налогу, который каждый из нас платит каждый день при любой покупке. А если к НДФЛ и НДС прибавить имущественные налоги, то общая сумма за 2020 год составит почти 10 триллионов рублей. При том, что всего в 2020 году доходы российского бюджета составили 18,7 триллиона. А значит, наши выплаты приносят государству больше половины всех денег.
Это даже не говоря о налогах на прибыль и прочих выплатах от бизнеса. Думаю, я наглядно вам показал, что рассказы про низкие налоги в России просто сказки для наивных людей. Отдавая государству почти половину своих доходов, россияне мало что получают взамен. Согласитесь, трудно сравнить уровень благоустройства и социальной защищенности в России и Германии или Франции. Кто-то, конечно, скажет про бесплатную медицину и образование, которое есть в России. Но в странах Европы они тоже есть. Скрывая от граждан реальную сумму налогов, российские власти заставляют нас верить, что это государство содержит нас, а не мы государство. Не видя, сколько реально он платит налогов, человек не спрашивает, куда эти деньги идут. А вот если бы средний житель Воркуты или Новосибирска понимал, что отдает государству половину своих денег, то он мог бы увереннее спросить у властей, почему вокруг него творится такой пи***ц. И здесь, друзья, у меня есть рецепт, как сделать Россию великой. Конечно, она сейчас великая, но ведь нет предела совершенству. Все наши проблемы можно решить всего одним законом. Уже через месяц страна преобразится. Люди должны напрямую сами платить налоги. Вы уже поняли, что за большинство граждан налоги платит работодатель. Люди даже не подозревают, сколько это. У людей просто нету связи между собой и властью. Люди считают, что медицина и образование у нас действительно бесплатные. Люди считают, что детские площадки строит Единая Россия, а дороги ремонтирует чуть ли не лично мэр. Что войну в Сирии оплачивает там Путин или еще кто-то, а пенсии повышает добрый волшебник. Ну вот серьезно. Возможно ли, чтобы Единая Россия, которая финансируется, кстати, из бюджета, из наших налогов, ставила детские площадки, открывала остановки и требовала, чтобы еще ему говорили спасибо? То есть вы понимаете, политические партии финансируются из бюджета. Бюджет формируется за счет налогов. Как вы уже поняли, значительную часть бюджета — это налоги наши с вами, которые мы платим, совершая покупки в магазине или просто работая и получая зарплату. На эти деньги финансируется Единая Россия, чьи представители потом торжественно открывают очередную детскую площадку, которая выглядит просто как подачка с барского стола. И люди, не понимая, что эта площадка сделана на их же деньги, говорят им спасибо, хлопают в ладоши, дети стоят с шариками, и они думают, что действительно партия о них заботится, просто не понимая, откуда деньги. То есть чуваки запустили лапу в наш с вами кошелек и требуют еще за это благодарности. Большинство россиян этого никак не чувствует. Когда налоги платит бухгалтер на предприятии, человек этого просто не замечает. А вот когда он получит все 100% своей зарплаты, а дальше пойдет и 40% отдаст государству, тогда возникнут вопросы. Это очень важно, как, например, происходит в Штатах, когда вы получаете полностью зарплату, а потом должны взять и отнести налог. И вы чувствуете эту связь. Это сегодня чиновник может спокойно воровать. Можно его разоблачать, показывать его дом, квартиру, детей в Англии. Но что скажет большинство людей? Ну а что такого, все воруют, ладно, тоже мне там удивили, все к этому привыкли. Примерно такие комментарии я читаю под многими постами про коррупцию. Будет ли человек так говорить, когда воровать станут лично у него? Когда лично он часть своих денег будет вот прямо отдавать каждый месяц там или 4 раза в год? И он будет понимать, что деньги воруют лично у него. Будет ли человек так равнодушно относиться к выборам? Учительница, которая каждый месяц лично из своей зарплаты, небольшой зарплаты, начнет отдавать на налоги государству половину. Вот она после этого будет фальсифицировать выборы? Будут ли люди терпеть плохие дороги, разваливающийся общественный транспорт, когда каждый месяц они будут сами платить налоги? Возможно ли в таком обществе, чтобы губернатор вел себя как царек, угрожая разрушить дорогу, построенную на деньги, которые он взял у этих людей? Закрыть все и уехать, и дорогу раскопать. Не верите, что я раскопаю дорогу? Верю. И будете 3 года ждать. Небольшая реформа налогового законодательства сделает из раба гражданина. Солнце взойдет над страной. Осознание реальной налоговой нагрузки очень важно для роста социальной ответственности в нашей стране. Поэтому ставьте лайки, пишите комментарии и помогайте распространить этот ролик.